Хочешь себе крутую футболку с принтом по черному клеверу, но не можешь найти? Не беда, потому что Ancrada специально для вас создал и оформил свой магазин на эту тему. Футболки сделаны со 100% хлопка, и по сравнению с конкурентами, качество материалов и принтов даже лучше, чем у таких магазинов, как все майки. Здесь вы найдете принты с уникальным дизайном, постоянное пополнение коллекции, так что скучать аж никак не придется. А также по желанию покупателя можно будет договориться о принте, который именно вам хочется сделать. Как видно, Ancrada достаточно гибкие и всячески стараются для своих клиентов. Вот даже конкурсы проводят на бесплатные футболки. Заказы доставляются быстро, а по промокоду ZIG вы получите скидку 10% на любой заказ. Так что дерзай и бегом иди выбирать себе футболку в Ancrada. Вот мы и дождались по прошествию 3 месяцев новую 332 главу Черного Клевера, которая встречает нас цветным разворотом с Астой и Юна, жаждущих достичь своей цели становлением королем магов. Этот титул, собственно, и будет являться их проблемой. Жаришка начинается, так что без лишних разговоров перейдем к осмотру самой главы. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона ZIG. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 332 глава манги Черного Клевера. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Главу вы сможете прочесть по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Повествование начинается с визита на 7-й уровень преисподней, где перед нашими глазами постает немного восстановившееся, но все еще изувеченное тело Люцифера. Один из 3 королей дьяволов считал глупцом Люциуса, ведь несмотря на то, что он потерял половину своего тела и потенциальной мощи, однако со слов самого дьявола, его сила все еще самая могущественная в этом мире, считая, что им в любом случае с ним не справиться. Вот только Люцифер был сейчас не в том состоянии, чтобы диктовать, что кому нужно делать, поскольку сейчас он находится под чужим влиянием, а именно заклинанием магии времени. Изымая сердце Верховного Дьявола, Люциус совершенно не отрицал его могущество. Однако, в человеческом мире те, кто искусно способен использовать магию, это были люди. Это в который раз доказывает, что истинная цель Загратиса была не в содружестве с дьяволами и предоставлении им власти. Нет, цель Люциуса — это создание собственного мира, и места там дьяволам просто нету. После чего 4-й Загратис съедает новополученное сердце, а значит можно себе представить, что именно антагонист сделал с тем трофеем, принесенным Адрамелихом. Интересно узнать, какое именно было по счету это сердце. Как вы считаете? После чего проходит таймскип с длительностью в 1 год и 3 месяца, где мы переносимся на церемонию награждения Асты, которому присвоили титул старшего рыцаря магии 1 класса. Кстати говоря, эта церемония проводится аж спустя целый год с хвостиком, потому что с исчезновением Дамнатио замедлилось и его расследование. И хоть к этому времени Астерикс был оправдан, в королевстве Клевер были еще люди, которые не доверяли ему из-за дьявольской силы. Но парнишка в любом случае заслуживает признания своих заслуг, и именно поэтому он здесь. Юна же получил повышение до великого рыцаря магии, но его не было на церемонии награждения, поскольку сейчас он вместе с Золотым Рассветом и несколькими членами отряда Черных Быков находился на задании, где исследовал дьявольскую активность на границах королевства Клевер. Аста был несколько огорчен, что его соперник так сильно вырвался вперед, но он не падал духом, ведь королем-волшебником никто из них еще не стал. Фуэгулион же считал, что парнишка из Черных Быков также заслуживает повышения до титула Великого Рыцаря Магии, но, видимо, его связь с дьяволом затруднила это сделать. Знаете, обидно как-то, когда кто-то просто из кожи вон лез, дабы спасти их жизни, а его все еще некоторые презирают. Были также еще разговоры о выборе следующего короля магов, приготовления для которого ранее проводились. Кандидатами должны были стать Нозель, Мериолет
Вермиллиона и Фуэгулион Вермиллионы. Однако пока эти приготовления были заморожены, поскольку в битве под королевством Пик многие капитаны банально просто не выдержали натиска противника. Фуэгулион считал себя еще слишком слабым для этого титула, а его сестре было банально неинтересно все это. Затронули немного Ями и Шарлотту, которые все еще не разобрались в своих отношениях. Да что уж там говорить, капитан Черных Быков только сейчас, и то с помощью Финрала, узнал о чувствах Роузрей, вследствие чего ему пришлось провести в туалете интеллектуальную работу о том, правда ли она его любит и что будет дальше. После нам показывают некий разговор, который уж очень сильно заинтересовал и удивил Ноэль с Мимозой, и думаю, по их выражению лица вы уже поняли, о чем он был. В свое 18-летие Аста решил сделать последнюю попытку достучаться до сердца сестры Лили, говоря, что он обязательно сделает ее счастливой. Такой настойчивости парнишки можно только позавидовать, и я уж не помню, знают ли девушки о том, кто же на самом деле нравится Асте, но после такого, думаю, они осознают, кого он искренне любит, и наверняка изменят свое отношение к нему, понимая, что этот человек далеко не тот глупец, который был раньше. Возможно, даже теперь они станут немного настойчивее, ибо за год с хвостиком они никак не продвинулись, чтобы раскрыть свои чувства. Сейчас они выглядят как те, кто профукал свой единственный шанс в жизни, и дабы такого не происходило, нужно быть верным своим идеалам и не бояться открывать свое сердце, как это сделал Аста. Однако ожидаемо, при большому сожалению, сестра Лили отказывает ему. Она не могла позволить себе выйти за него замуж, поскольку Аста был для нее как семья, словно младший брат. Поэтому, насколько бы он ни был хорошим человеком, Лили не могла себе позволить это. И тут мы с вами можем посмотреть, насколько же сильно вырос наш парнишка. Сейчас ему безусловно горько слышать, что на его чувства не ответят взаимностью. Однако он держит свои эмоции при себе. Это уже не тот Аста, который стал бы орать: «Так не пойдет, Лили, я добьюсь тебя» и всему тому подобное. Спустя столько времени, повзрослев, он понял, что нельзя изменить сердце человека так, как это тебе хочется. Вот почему, несмотря на то, как же ему было грустно, что видно по его глазам, вот почему Аста хочет, чтобы она стала свидетелем воплощения его неизменной цели – клятвы стать королем волшебников. На что Лили ответила взаимностью. Она верит, что такой действительно удивительный человек добьется своего. Что сказать, без слез не взглянешь на эту ситуацию. Аста повзрослел, и когда ты становишься свидетелем действительно роста персонажа, как-то все его переживания отражаются на мне. Вот как-то так я прочувствовал этот момент. Однако сей трогательный разговор неожиданно прерывает визит главного зла мира людей – Люциуса Загратиса. Он, не скрывая свою личность, пришел с овациями, восхищаясь тому, насколько же они смогли далеко зайти. Хотя не ему ли не знать, что и как делали его фигурки на шахматной доске. Находясь в непосредственной близости с главным героем его театра, обращаясь к Асте, Люциус говорит, что это его конец. Что же, Табата, как всегда, умеет закончить на самом любопытном. Интересно, что же Загратис на самом деле подразумевает под его концом? Это конец его жизни? Тогда почему Асту не убил тогда Адрамелех? Возможность ведь была. Или же это конец целей и стремлений главного героя? Ведь в плане господства Люциуса и сотворению нового мира нет места для мечты Асты. И теперь он может стать марионеткой в руках того, кто скрывался за маской короля магов. Я до сих пор нахожусь в шоке, что он, не скрываясь, пришел в королевство Клевер. Что ж, это действительно интересно. Я прям в предвкушении того, что же нас ждет в 333 главе Черного Клевера. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.